Любимейшая тема у всех. Значит, Почта России. Скажу так, что в горячем ключе я был топ-клиентом. Я знаком был с руководителем почтового отделения. Настолько я их достал, что они решили, что лучше согласиться, чем объяснять, почему нет. В Краснодаре, значит, где я был, в каком почтовом отделении? Да, я, кстати, не только в Краснодаре. В Краснодаре я был в 41-м или 40-м почтовом отделении, которое к университету относится. Я там арендовал абонентский ящик, будучи студентом. Помню, что туда пришла членская книжка Гринписа. Это был 94-й год. Представляете? Я долго арендовал там абонентский ящик. Потом на почтамп ходил в Краснодаре много раз, когда жил. Дальше, где я был. Ну, понятно, 51-е отделение. Передаю отдельный привет. Ох, какая у меня с ними была битва. Тоже все руководство отделения, там, может, насквозь знаю. И да, конечно, я знал, вернее. Может быть, они до сих пор работают. Руководство Краснодарского почтамта. Помню, там была такая замечательная женщина, по-моему, с адыгейскими корнями, но с фамилией Бабак. Да. Ух, выпало из головы, но можно найти. Она много-много лет там работала. И мы много-много раз общались по-разному. Женщина-кремень. Ну, то есть я к ней без симпатии отношусь, но прям помню ее как сейчас. Фамилию запомнил. Какие-то еще были отделения, где я был. Но да, 51-е, наверное, больше всего мне запомнил. Ну и, конечно, горячий ключ. Так вот, одна из историй, которая, наверное, самая интересная для вас, хотя историй полно, давайте с ликбезом. Значит, какие-то полезные для вас советы. Первое. Если вы заходите в помещение, видите очередь в помещении почты, там у них на телефоне, на стенах у них есть номера телефона. 8800, что-то там. Если нет, тогда зайдите на сайт со смартфона. Если вы видите очередь больше, по-моему, 5 человек в отделении связи, смело можете звонить на горячую линию и оставлять жалобу. И, по крайней мере, по состоянию на 22 год, Почта России к этим жалобам относилась серьезно. То есть, на удивление, Почта России серьезно, по существу рассматривает жалобы на горячую линию, по поводу очередей в том числе, и жалобы в жалобной книге. Поэтому я всегда жаловался в жалобной книге, потому что действительно они стараются их рассматривать по существу. И давать ответы вам. Они присылают письма, такие свои ведомственные, или они иногда вклеивают в жалобную книгу ответы. Зарплата оператора, зарплата вообще сотрудников этого отделения зависит от того, как много жалоб на них поступает. Поэтому, если вы, как я, хотел поменять работу к лучшему, отделение в горячем ключе на Ленина 177, если я не ошибаюсь. Там два отделения на Ленина есть. Вот основное, это где в здании Ростелекома. Вот я хотел к лучшему поменять работу этого отделения. И, кстати говоря, началось-то у нас общение с ними с очень большого происшествия. С уголовного дела, на самом деле, началось. Но в дальнейшем я познакомился со многими сотрудниками Почты России в горячем ключе в этом отделении. Не скажу, что у нас всегда были положительные или, допустим, в плюс отношения, но
многие из них, видимо, потому что знали меня в лицо, относились так, предупредительно и старались помочь. То есть я не могу сказать, что они там плохие люди или плохие специалисты. Очень сильно замученные этой работой на минимальных зарплатах. Очень сильно замученные, это точно. Значит, жалобы, жалуйтесь, это работает. Можете на самом деле попасть на прием даже к руководителю Краснодарского почтамта. Я, по-моему, на такой прием ходил. Если я не ошибаюсь, я был в здании Краснодарского почтамта с улицы Карасунской, заходил куда-то там на какой-то этаж. Я вот визуально помню, что я общался лично. Но это, опять же, было связано все с уголовным делом. С другой стороны, опять же, исходя из своего многочисленного, да, то есть не один случай был, опыта, абсолютно точно вы не должны ожидать, что вашу тайну переписки сохранят. А именно, ваша корреспонденция будет и может и будет доставлена по неправильным адресам. Ваши почтовые отправления могут быть вскрыты. В общем, гарантии доставки нет никакой. Она декларируется, но я думаю, что никакой гарантии доставки нет. Увы. Неоднократно я с этим сталкивался, и никто не может поменять ситуацию. Ну а теперь к самому интересному случаю. На него я потратил, наверное, около года своей жизни. Все началось с того, что у меня была и остается знакомая в Токио. Юрий, привет. Ну, Юрий это женское имя. Это не мужское имя. Это японское женское имя. Мы одно время переписывались. Безумно интересный человек. Отдельно расскажу о ней. Своеобразный человек. Но мы переписывались, обменивались какими-то презентами на Новый год. И как-то раз она отправила мне из Токио посылку. Я знал состав посылки, поскольку это был не первый случай, когда мы обменялись. Я, кстати, получал посылки из разных стран мира. У меня же есть еще опыт с почтой Австралии. Елки-палки, я только что вспомнил. Ну давайте коротенько, потому что это бомба. Значит, из Австралии я получил от своего партнера по изучению языков, то есть зачем-то я его учил русскому, зачем-то ему это было нужно, а он со мной занимался английским языком. Чувак жил на Golden Coast. Это где-то там севернее этих всех основных городов, типа Мельбурна, Сиднея, вот туда, вот ближе к Брисбену. Тоже мне всегда попадались интересные люди. В общем, он мне прислал снейки. У них есть такая фишка в Австралии, называется Vegemite. Это типа джема, как арахисовая паста, но из дрожжей, полученных в результате производства пива, что-то такое. Vegemite, по-моему, так называется. Такая кисленькая, похожая действительно на арахисовую пасту, темнее, скорее на пасту для том-яма похожа штучка. Австралийцы ее привыкли есть, для меня это была экзотика. Вот он мне эту пасту прислал и прислал мне, как же это по-русски называется, джорки, сушеное мясо, вот, наверное, так. Значит, я попробовал сушеное мясо кенгуру, сушеное мясо эму, сушеное мясо крокодила
И что-то там было четвертое, какая-то экзотика. Ну, не может утконос. Не. Ну, прям тоже какое-то мясо было экзотическое. Не помню. Вряд ли он мне утконос или какую-нибудь там дикую собаку динго прислал. В общем, точно помню. Крокодил, кенгуру и эму было. Да, если захотите пробовать, самое необычное, это, по-моему, для нас. Это, по-моему, ну, наверное, кенгуру. Какая-то другая вот текстура. Но не суть. В общем, я получил от него эту самую посылку. Какие-то там еще конфеты, майка какая-нибудь, там, по-моему, была символикой. И я должен был ему ответить тоже, отправкой посылки. Но для Австралии и Новой Зеландии действуют очень строгие ветеринарные ограничения. То есть, по сути, в Австралию и Новую Зеландию из-за того, что у них там была проблема с инвазивными видами, то есть с видами, которых завезли, типа этих кроликов, кого там еще завезли, ну, собак же завезли, да, по-моему. Но основная проблема у них за кроликов и кого-то еще там, кошки, по-моему, да, в Новой Зеландии. Вот, у них очень жесткие ограничения, что можно посылать по почте. Я переписывался, наверное, полгода с почтой Австралии, и с ветеринарным управлением, и с каким-то департаментом в Австралии на английском языке, слава богу. Переписывался, чтобы уточнить, что можно отправлять по почте. Почему? Потому что вы можете себе это представить. Наша родная, пасконная, я же русская почта России, не хотела брать посылку в Австралию. И они от меня требовали чуть ли не нотариально заверенного согласия почты Австралии принять от меня посылку. Да, и так и было. Я долго не мог убедить нашу почту, что вот, типа, ну, давайте отправим. Они говорят, нет, вот, давай от них получим подтверждение. По-моему, я даже поэтому ходил на почтамп в Краснодаре. В общем, что я хотел ему отправить? А лаверды я ему хотел отправить наши снеки. Ну, естественно, прежде всего, рыбу сушеную. Ну, что я с Кубани могу ему отправить? Сушеную рыбу. Ну, не какого-нибудь там желтого полосатика, а какого-нибудь там леща вкусного. К пиву австралийскому. Фостерс. Отличное пиво. Аж слюна пошла. В общем, не смог я убедить, по-моему, я не помню, чтобы я все-таки отправил в Австралию. Идея была отправить леща в вакуумной упаковке без икры, потому что они очень трепетно относятся ко всякому семенному материалу. Я имею в виду австралийский ветконтроль, то есть типа икра, семена, там еще что-то. Ну, я так понял по переписке, что вообще практически никакие пищевые продукты в Австралию не ввести в багаже, не отправить по почту невозможно. То есть, по-моему, семена они тоже банят. В общем, я не смог убедить австралийских чиновников в том, что лещ в вакуумной упаковке заведомо без икры, хотя не знаю, как я это сделаю, ну, короче, лещ в вакуумной упаковке соленый, вяленый, не может быть переносчиком семенного материала в Австралию. Нет, не убедила. Не отправил я этого леща. Что-то еще хотел отправить, ну, аналогичное каким-нибудь вкусняшки. Но не смог убедить и не отправил. Но самое главное, что вот наша почта России стояла на страже биологического разнообразия Австралии. Кто бы мог подумать, да? Вот. По-моему, почтовые службы во всех странах, ну, туда их прям кармически набирают. Уверен, что где-то в аду есть отдельный круг для сотрудников почты. Вот. Хотя, опять же, они все разные люди. Допустим, в Испании у меня скорее положительное ощущение от почты, чем отрицательное. От Кареус. Так вот, японка отправляет мне подарок, бандероль. Отправляет эту бандероль, и она
Она отправила ее почему-то на горячий ключ. А в горячем ключе у меня стояла переадресация на Краснодар. Пересылка. И бандероль ушла. Значит... Ух. Да, так и было. В общем, бандероль прошла через горячеключевское почтовое отделение и потом попала в 51-е отделение в Краснодаре. С чего началось? Началось с того, что бандероль привезли, почтальон привезла из 51-го отделения в Краснодаре и отдала консьержке. То есть ни мне, ни уведомления приди на почту. Она притащила эту бандероль и отдала консьержке, чтобы передать мне. Какое отношение ко мне имеет консьержка, я понятия не имею. Она не член моей семьи, у нее нет доверенности. Но почтальон просто отдала ей мою посылку. На каком-то основании. Я принял, то есть я не подозревал, что там будут с этой посылкой проблемы. Принес домой эту посылку. И только когда я ее вскрыл, и слава богу, что это была посылка из Японии, из Токио, я ее вскрывал под видео, слава богу, просто повезло. Я ее открываю, и выясняется, что эта посылка была распотрошена. То есть меня просто обворовали. Но не факт, что меня. Почему не факт, что меня? Ну, в общем, к этому сейчас придем. Посылка была другого веса, чем ее отправляли. Она была со следами вскрытия и последующей упаковки. Ну и там по составу она отличалась. То есть там была какая-то опись вложения, и она другая была. Пошел на 51 отделение, потом пошел к безопасникам почтамта. Выясняли мы с сотрудниками горячего ключа почтового отделения. В общем, были задействованы за год, подчеркиваю. Переписка была большущая с отделением, с руководством безопасников Почты России. Общался с этой бабак. Общался с кем-то еще там лично. Был задействован уголовный розыск горячего ключа. Все-таки в конечном итоге было возбуждено уголовное дело по факту того, что посылку разворовали. Да, разворовали, как бы, чтобы вас не томить, ее разворовали на этапе сортировки. То есть, когда она пришла в сортировочный пункт Краснодарского почтамта, там на, на улице, это как это называется? Между гимназической, нет, гимназическая следующая. Нет, не Комсомольская улица, забыл-то, как называется. Извините. Ну, Рашпилевская, да, в общем, Рашпилевская и что-то там. Гоголя, нет. Забыл улицу. Вот. В общем, на Краснодарском почтамте там есть сортировка. На тот момент была. Там, я уверен, что несколько сортировок есть. Но разворовали посылку там. Потом ее разворовали, упаковали, что-то там подложили. Нет, ничего даже не подложили для веса. То есть она с меньшим весом ушла в горячий ключ. В горячем ключе ее просто как бы приняли и переслали как есть в 51 отделение. Где в 51 отделении никак не обратили внимания на то, что посылка пришла к ним распакованная, видно, что она перепакованная была. Она пришла к ним с меньшим весом, и они ее доставили. По идее, они не должны были ее доставлять. Как я понимал правила. Речь идет, да, по-моему, о 2012 году. Я думаю, что где-то там. То есть, по идее, эта посылка не должна была доставляться. Значит, помню, что ко мне приезжал в Краснодар уголовный розыск горячего ключа. Опрашивал меня. Вели они себя вызывающе, я их послал нахрен, порвал объяснение, потому что мы просто вели себя по-хамски. Вот тогда состоялось мое второе знакомство с уголовным розыском горячего ключа. Вот.
Ничего хорошего я о них не могу сказать, потому что когда мой дом обворовали в 2008 году, на какой-то там приехал то ли замначальника, длинный хрен такой худой, и он так посмотрел на обворованный дом, говорит, надо было в неведомственную охрану поставить. И ничего не сделал по этому поводу. Не помню, как этого мужика зовут, но, если честно говоря, не хочу помнить. Вот. С такой еще претензией, что вот надо было в неведомственную ставить, тогда бы не обворовали. И как мне помогла неведомственная в связи с поджогом, скажите? Не, на самом деле помогла. На самом деле помогла, потому что вневедомственная охрана, и тут, кстати, да, отдельно, вот, отличная тема, надо записать рассказ о вневедомственной охране горячего ключа. Одни из лучших воспоминаний о работе силовых структур в России, неожиданно. То есть не были ровные отношения, абсолютно точно нет. Но эти отношения были почти 2 десятка лет. И у меня такие вот прямо о них, ну, отличные ребята на самом деле. Отличные, то есть они вот, не все, но многие из них прям достойны хорошего слова. Но это отдельный вопрос. Вот, мы про почту. Значит, уголовный розыск горячего ключа пытался что-то там типа делать вид, что расследует. По-моему, я потом все-таки как-то им дал объяснение. И они ничего с этим не могли сделать. С этой кражей. Или, да, это кража, да. Или хищение, не знаю, надо посмотреть. Вот, в общем, они ничего не могли сделать. И тут их осенило. Они установили факт того, что место преступления было Краснодар, а не Горячий Ключ. Вот почему я знаю, что это было не в Горячем Ключе. Они установили, что это было, ну, из простой логики, потому что посылка изменилась по весу перед Горячим Ключом, но после Краснодара. И они отослали этот материал в Центральный округ, полицию Центрального УВД, да, Центрального, нет, ОВД, ОВД. Короче, в Центральный округ Краснодара. Помню, что приходил ко мне какой-то сотрудник полиции оттуда, что-то как-то опрашивал. Тоже они, это их подсудность, потому что это в Краснодаре случилось. Почему Центральный округ? Наверное, потому что место это предположительно с вероятностью 99% сортировка на Рашпилевской и забыл название улицы, на Центральном почтамте, и поэтому Центральный округ. И тоже ничего не добился. И вишенка на торте. Я об этом не знал, но полиция не нашла ничего лучше, чтобы передать это уголовное дело, поскольку они ничего не смогли сделать, передали его по статье «Нарушение тайной переписки», это подсудность Следственного комитета. Представляете, то есть они вот по причине того, что ее разворовали, эту посылку, ничего не могли сделать, и тут их доперло. Кто-то же узнал состав моей посылки, ну-ка, вскрыв ее, а это тайна переписки. Да, любое почтовое отправление, если оно вскрывается, сразу подсудность Следственного комитета. Тайна переписки это их. И они догадались из Центрального округа переслать в Следственный комитет. Где-то там они на Тургенева в Краснодаре сидели. По крайней мере, я к ним туда ходил. Они пришли, мне принесли, так достаточно молодой какой-то наглый паренек пришел туда. Принес уведомление, что я должен явиться в Следственный комитет. Где-то они там в подвале сидели. Ну и в общем суть в чем? Следственный комитет мне рассказывал истории, как их обворовали на почте при досылке какой-то там кобуры, и они для себя не смогли ничего найти, никого не смогли наказать. То есть они меня долго убеждали в том, что это мертвое дело, ничего не могу сделать. И теперь завершаю. Ни к чему не привела переписка с Службой безопасности Почты России. Ни к чему. Хотя
очевидно, что они могли по камерам, особенно поскольку я начал кричать караул с самого начала, я-то умею жаловаться. То есть, как только я обнаружил, что посылку вскрыли и состав поменялся, я сразу побежал в 51-е отделение ругаться. Ну, во-первых, почему эту посылку кинули консьержке, а во-вторых, почему ее вскрывали. Служба безопасности могла установить, кто это сделал, но не захотела. Хотя потом какую-то организованную группу в Краснодаре, по-моему, поймали на воровстве. Но вот Следственный комитет, конечно, выдал перл. В отказном материале, то есть, конечно, ничего они там, никакую тайну переписки не расследовали. В отказном материале была такая формулировка. До сих пор ее помню, прошло почти 10 лет. Нет, какой почти, больше 10 лет, а я помню. Формулировка была такая. Поскольку я был получателем посылки, но не был отправителем, то до момента вручения этой посылки мне в руки предметы внутри этой коробки не принадлежали мне, а принадлежали этой японке. А раз они принадлежали этой японке, то заявителем должна и выступать она, а не я. А раз я заявитель, а не она, все, прощай, не поминай лихом. Гениальнейшее решение сотрудников Следственного комитета. Так вообще практически можно любую доставку, на этом основании можно любую доставку считать, ну то есть вообще можно любой инцидент не расследовать, потому что пока тебе ее не вручили, это не твое с точки зрения Следственного комитета, а соответственно да, почему тайной переписки нету, я не понимаю, то есть если один человек отправляет другому человеку, получателю, что-то в конверте или в посылке, то по идее содержимое этого отправления является моей тайной, тайной того человека, который отправил. Но по мнению Следственного комитета, раз я не обладал правом собственности на вот эти предметы до момента их получения, значит у меня и права тайны на эту переписку не было. В общем, вот такая у них была формулировка, они это мне все в письменном виде сформулировали, и почти год это все продолжалось, вот это тяни-толкай, пересылка, попытки. Что же там было украдено? Я вот 2012 год давно был, и я просто не могу и вспомнить, что там. По-моему, они украли какую-то одежду, да, по-моему, там было 2 майки. Посылка сама была, кстати, небольшой, 600 грамм или 700. 2 майки, по-моему, они бы украли. И, по-моему, украли все конфеты. Конфеты и сладости. Помню, что дошел талисман, который мне передала японка. Он, кстати, супер сработал абсолютно. Вот. И дошел CD-диск с музыкой японской. То есть, представляете, как это было давно, если это CD-диск. Что-то еще дошло. По-моему, статуэтку Будды украли. Да, там была маленькая статуэтка, такая настольная Будда. Ее, по-моему, тоже украли. Ну вот. Ну, такая вот история с Почтой России, с уголовным делом. То есть, на самом деле, уголовное дело можно завести, но добиться. Но, по-моему, я полгода упирался рогом, чтобы это сделали, и толку. Вот так они... Я и в прокуратуру жаловался, и что там потом не делал. Ну, ребята, это бесполезно. Почта России — это проклятое место в плане воровства внутри. Ну, вот... Да. Вспомнил. Я все пытаюсь вспомнить, а где же я еще... На каких отделениях я много лет обслуживался? Да, около университета отделения, на почтамте, 51 отделение. И я очень долго обслуживался отделение на Комсомольском.
На Комсомольском. Ой. А, в 15-м отделении обслуживался долго, да, я там жил. Забыл как. 66-е, наверное, отделение. Да, наверное, 66-е. На Комсомольском. Забыл название улиц. Пытаюсь вспомнить. Забыл уже улицы. Ну, простите. Столько времени. То есть мозг просто выбрасывает ненужную информацию. Но это если бы я сейчас помнил улицы в Брюсселе. Название. Вот. Значит, очень часто. Я почему вспомнил это на Комсомольском отделении в Краснодаре. Очень часто почтальонами выступают люди, которые, допустим, в горячем ключе ходил у нас человек на альтернативной гражданской службе, был почтальоном. Ходила сотрудница, я ей пытался помочь с тем, что на нее нападают собаки. А вот отделение на Комсомольском, по-моему, 66-е. Ну, не уверен, но по-моему. У них была очень плохая практика. Они из-за недостатка штатов набирали абы кого туда, в почтальоны. И почтальонша одна таскала почту и отдавала эту почту консьержке. Вот с этим надо бороться. Буквально надо бороться, потому что всякая заказная корреспонденция, она должна передаваться вам в руки. А консьержка к вам не имеет никакого отношения. Но хуже того, консьержка в том доме на Комсомольском в Краснодаре, где я жил, она не только принимала письма для меня, она еще расписывалась в уведомлениях о том, что она получала отправления, в частности, от судебных, от мировых судей, и от приставов. То есть она вместо меня подтверждала им факт того, что я получил корреспонденцию. Какие-то там, что-то типа, не помню как это называется, повестки куда-то там, типа на заседание суда. То есть консьержка от моего лица, без каких бы то ни было оснований, ну, конечно, у нее никакой доверенности от меня не было, оформляла согласие, что вот она получила, ознакомилась, все такое. От моего лица. И почтальон это принимала. А хотя она, по идее, как должностное лицо Почты России, не имела права вообще, в принципе, с консьержкой этот вопрос поднимать. Да, кстати, вопросы доверенности, насколько я помню, можно на сайте оформлять доверенность Почты России для получения корреспонденции. Даже онлайн. И вообще, вот, две хорошие опции. Это доверенность, то есть за вас кто-то может получать корреспонденцию, в том числе заказную. Вторая опция — это то, что вы можете делать пересылку корреспонденции. То есть вашу почту могут за небольшую денежку, а может быть сейчас уже и бесплатно, пересылать. Ну и третья опция полезная — это абонентский ящик. Вот. Тем не менее, основной бич почты — это неквалифицированный персонал, который работает за гроши и, соответственно, огромные очереди. Были бы там нормальные оплаты, на почту бы люди хотели идти работать, меньше было бы там нагрузка, они бы тоже хотели туда идти работать и держались бы за эти места. Ну, а о том, что как работает информационная система на почте, что там это все виснет, вы сами знаете. Но вот с консьержкой я помню, что это неоднократно случалось у меня. И будьте осторожны. Если в вашем доме есть консьержка, сразу каким-то образом предупредите этот момент, чтобы за вас консьержка не получала корреспонденцию и тем более не расписывалась где-то. Вот такие вот истории с Почты России. Не знаю, в качестве резюме. Ну, как я выяснил, почтовые отделения бывают разные. Старайтесь установить личный контакт с почтальонами. Это, как правило, помогает. Вот у меня был
личный контакт с почтальонами, кроме последней, в горячем ключе. И у нас были отличные отношения, то есть предупредительные, я старался там помочь со своей стороны, меня предупреждали, вот, это очень помогает. Особенно, когда ты знаешь начальника почтового отделения, почтамта. Ну и вишенка на торте. Почему я говорю, что почта практически ненаказуема? Потому что в то время, когда я оказался в Европе, в конце, ну, в смысле, в октябре-ноябре 22 года, почтальон в горячем ключе по непонятной причине отдавала корреспонденцию мою соседу. Почему? Был почтовый ящик. Почту доставляли в этот почтовый ящик. Она доставляла ее соседу. Просто потому, что вот ей так захотелось. И сама же в этом призналась. И я написал жалобы и в Следственный комитет, потому что это тоже нарушение тайной переписки. И в Почту России безрезультатно. Так что они не наказуемы. По тайне переписки 100%. Почтальон позволял моему соседу читать мою переписку. И, возможно, это сильно сыграло на руку поджигателям. Я так предполагаю. Все, всем спасибо, подписка, лайк, репост, комментарий. Что вы думаете о Почте России, напишите.